Поступок одного охотника по отношению к умирающей беременной волчице привел к невероятной встрече. Через год после спасения волчицы и ее новорожденных щенков он услышал звук, который вызвал слезы на его глазах. На небольшой поляне Джек нашел нечто шокирующее. Беременная волчица, больная и одинокая, лежала беспомощно в холодном снегу Аляски. Не раздумывая, Джек достал из рюкзака сушеное мясо, которое он взял на обед, и осторожно бросил его волчице, которая сначала понюхала его, а затем съела. «Вот так, девочка», — мягко сказал Джек, — «тебе это нужнее, чем мне». Наблюдая, как волчица ест, Джек заметил, насколько она была худой. Ее шерсть была спутанной и грязной, и казалось, что она не ела несколько дней. Он задумался, что случилось с ее стаей, ведь волки обычно живут в группах, чтобы помогать друг другу охотиться и выживать. Но эта волчица была совсем одна. Джек решил помочь волчице. Он назвал ее Луна, потому что ее шерсть мерцала, как лунный свет. Понимая, что у Луны скоро появятся щенки, Джек беспокоился о том, как она будет заботиться о них в холодную зиму. Он понимал, что нужно действовать быстро. Не теряя времени, Джек поспешил обратно в свою хижину, чтобы собрать припасы. Он вернулся с топором, веревкой и как можно большим количеством одеял. Работая не покладая рук весь день, Джек построил небольшое укрытие рядом с тем местом, где нашел Луну. Он аккуратно собрал бревна и ветки, создавая прочную конструкцию, чтобы защитить ее от суровой погоды. Внутри он сделал мягкую постель из меха и листьев, выстелив ее принесенными одеялами. Когда солнце начало садиться, Джек понял, что пришло время переместить Луну. Он подошел к ней медленно, говоря успокаивающим тоном: «Привет, Луна, у меня есть лучшее место для тебя, чтобы отдохнуть». Глаза Луны устало следили за ним, но она не пыталась уйти. С большой осторожностью Джек завернул Луну в теплое одеяло. Она была слаба и не сопротивлялась, когда он аккуратно поднял ее на руки. Беременная волчица оказалась тяжелее, чем он ожидал, но Джек был полон решимости. Он перенес ее на небольшое расстояние до нового укрытия. Шепча слова ободрения: «Мы почти на месте, девочка, ты молодец», — бормотал он про себя. Осторожно он уложил Луну на мягкую подстилку, и она почти сразу расслабилась, погружаясь в тепло и уют своего нового дома. Джек посидел с Луной некоторое время, убедившись, что ей комфортно, и предложил ей воды. Когда на небе появились первые звезды, он приготовился уйти. «Луна, я вернусь завтра утром, а ты отдыхай», — сказал он. С того дня Джек возвращался каждый день, принося Луне еду и проверяя ее состояние. Сначала Луна была осторожной, но со временем начала доверять ему. Доброта Джека к Луне не оставалась незамеченной другими животными в лесу. Любопытный черный волк начал следовать за Джеком во время его ежедневных визитов к Луне. Сначала Джек беспокоился, что черный волк может попытаться навредить Луне или ее будущим щенкам, но к его удивлению черный волк оказался таким же обеспокоенным за Луну, как и он сам. Однажды, когда Джек пришел к укрытию Луны, он нашел черного волка, свернувшегося рядом с ней, согревая ее. Джек не мог поверить своим глазам. Казалось, что черный волк знал, что Луна нуждается в помощи и хотел внести свой вклад. С того дня черный волк стал регулярным посетителем, часто принося Луне небольшие кусочки еды. Зимой Джек продолжал заботиться о Луне. Он мягко разговаривал с ней, рассказывая истории о своей жизни в лесу. Луна, казалось, слушала. Ее янтарные глаза были устремлены на Джека, пока он говорил. Джек с каждым днем все больше ждал этих визитов. Он всегда был одиночкой, но теперь чувствовал, что нашел друга в этом одиноком волке. В один ненастный вечер Джек забеспокоился. Ветер завывал за окном его хижины, дребезжа стекла. У него было предчувствие, что что-то не так. Он надел самое теплое пальто и вышел в метель, чтобы проверить Луну. Снег был настолько густым, что он едва мог видеть, куда идет, но он продолжал идти, беспокоясь о своей волчьей подруге. Когда он добрался до укрытия Луны, его сердце оборвалось. Луны не было там. Джек огляделся, зовя ее по имени. Буря затрудняла слышимость, но Джек не сдавался. Затем он услышал слабый стон. Следуя за звуком, Джек нашел Луну в небольшой пещере неподалеку. Она рожала. Джек остался с Луной на весь вечер, успокаивая ее и согревая. Он использовал свое пальто, чтобы защитить ее от холодного ветра, дующего в пещеру. Часы шли, и Джек с изумлением наблюдал, как Луна родила 4 крошечных волчат. После родов Джек ушел, пообещав Луне вернуться на следующее утро. На следующий день, когда буря наконец-то утихла, Джек пришел, как и обещал.
Он увидел Луну, свернувшуюся с ее новой семьей, выглядящую усталой, но счастливой. Он помогал ей заботиться о щенках, принося дополнительную еду, чтобы она могла кормить их молоком. С течением недель щенки становились сильнее. Они начали играть и исследовать окрестности укрытия, которое он для них построил. Джек любил наблюдать за ними, особенно за самым маленьким щенком, которого он назвал Крошка. Черный волк продолжал навещать их. Теперь он играл с волчатами, как будто они были его собственной семьей. Джек был поражен тем, как хорошо Черный волк и Луна ладили. Казалось, что они образовали свою маленькую стаю с Джеком в качестве почетного члена. Когда начала приближаться весна, Джек заметил больше активности в лесу. Однажды днем, навещая Луну и ее щенков, он услышал треск веток и приглушенные голоса вдалеке. Его инстинкты подсказали ему, что что-то не так. Джек тихо прокрался через кусты, следуя за звуком. Вскоре он увидел 4 охотников с ружьями, идущих по следам Луны в тающем снегу. Его сердце забилось быстрее, когда он услышал их разговор. «Мы следили за этой стаей волков уже несколько дней», – прошептал один из охотников. «Их видели рядом с фермами. Мы не можем рисковать, чтобы они нападали на скот или людей. Я слышал, что там есть щенки», – добавил другой. «Лучше разобраться с этим сейчас, пока не стало слишком поздно». Джек понимал, что нужно действовать быстро. Он быстро пошел к логову Луны. Его разум лихорадочно искал план. Когда он прибыл, то увидел, что Луна уводит своих щенков глубже в пещеру. Черный волк стоял на страже у входа. Однако Джек слышал, как охотники приближаются. Их голоса становились все громче. Когда охотники появились в поле зрения, Джек твердо встал перед входом в укрытие. Его стойка была решительной. Его глаза встретились с их глазами, с непоколебимой решимостью. «Это волчица и ее щенки под моей защитой», – твердо сказал он. Его голос эхом разнесся по тихому лесу. Они никому не причинили вреда. Охотники были шокированы, слегка опустя оружие от удивления. Они никогда не видели, чтобы кто-то защищал волка. «Джек», — сказал один из них, узнав его, — «что ты делаешь? Эти волки могут быть опасны». Джек глубоко вздохнул, зная, что его следующие слова могут означать жизнь или смерть для Луны и ее семьи. Он начал рассказывать им историю Луны, объясняя, как он нашел ее, умирающей в снегу, и помог ей пережить суровую зиму. Пока он говорил, его голос наполнялся страстью и убежденностью, рассказывая о рождении щенков и необычной дружбе, которая возникла. «Подойдите и посмотрите сами», — пригласил Джек, указывая на укрытие. Охотники осторожно подошли. Он показал им, какая Луна была нежная и как ее щенки были похожи на игривых щенков. Как по команде, Крошка, самый маленький щенок, высунул голову из укрытия. Его любопытство превозмогло страх. Охотники с изумлением наблюдали, как щенок осторожно подошел к Джеку, прижавшись к его руке. Охотники слушали. Их выражения менялись от подозрения к удивлению. Они были поражены состраданием Джека и необычной дружбой между человеком и волком. Один за другим они полностью опустили ружья. Напряжение в воздухе рассеялось. «Я никогда не видел ничего подобного», — признался один из охотников, покачав головой в неверии. «Может быть, мы слишком поспешили с выводами?» Джек воспользовался моментом. «Эти волки не представляют угрозы», — объяснил он. «Они семья, просто пытающаяся выжить, как и все мы. Я внимательно за ними наблюдал, и я могу заверить вас, что они не приближались к фермам. Они охотятся в глубоком лесу вдали от людей». Охотники обменялись взглядами, явно пересматривая свою миссию. Наконец лидер заговорил. «Хорошо, мы доверяем тебе, но тебе нужно будет следить за ними, чтобы они не создавали проблем». Джек кивнул с облегчением. «Я даю вам слово», — пообещал он, зная, что только что стал официальным защитником стаи Луны. Когда охотники ушли, Джек повернулся к укрытию. Луна и Черный волк стояли у входа. Их янтарные глаза встретились с его. С приходом весны Джек знал, что пришло время отпустить Луну и ее щенков обратно в дикую природу. Хотя это было трудное решение, но он понимал, что это будет лучше для их выживания. Одним прохладным утром Джек пришел к укрытию, которое он построил. Луна и ее щенки уже были снаружи, наслаждаясь солнечным светом. Джек медленно подошел. «Привет, девочка», — мягко сказал он. Уши Луны насторожились, и она завиляла хвостом. Щенки теперь уже большие и увереннее играли у ее ног. С глубоким вздохом Джек начал разбирать укрытие. Он убрал ветки и бревна, которые он тщательно собрал. Пока он работал, он разговаривал с Луной, объясняя, что он делает. «Пришло время тебе уйти, Луна», — сказал он. Его голос был полон эмоций. «Ты и твои щенки должны быть свободны, чтобы жить как волки». Луна внимательно наблюдала за ним, казалось, понимая. Черный волк, постоянный спутник, наблюдал неподалеку. Когда укрытие было разобрано, Джек собрал одеяло, которое он использовал для Луны. Он аккуратно сложил их, планируя сохранить их как память. Когда все было убрано, Джек понял, что пришло время для прощания. Он опустился на колени, позволяя щенкам подойти к нему в последний раз. Каждый из них прижался к его руке, показывая свою дикую природу. Наконец, Джек повернулся к Луне. Он нежно погладил ее по голове и почесал за ушами. Последний раз.
раз. Спасибо, прошептал он, за то, что доверяла мне и показала мне сторону природы, которую я никогда не знал. Луна лизнула его руку, вызывая слезы на глазах у Джека. Затем, как будто понимая, она тихо залаяла своим щенкам. Они собрались вокруг нее. Джек встал и отступил назад. «Идите теперь», — сказал он. Его голос дрожал. Пришло время снова стать дикими. Луна бросила на Джека последний взгляд, затем повела своих щенков глубже в лес. Черный волк поколебался, а затем последовал за ними. Джек смотрел, как они исчезают в лесу. Он стоял там долгое время, слушая звуки леса и чувствуя смесь грусти и покоя. Вернувшись в свою хижину, Джек достал блокнот и начал писать о проведенном времени с Луной. Джек понимал, что хотя Луна и ее щенки ушли, они навсегда изменили его восприятие леса и его обитателей. Прошел целый год. Одним осенним днем Джек был в лесу, когда услышал странный звук. Это был вой волка, но он звучал знакомо. Джек начал оглядываться, его сердце забилось быстрее. На краю поляны он увидел зрелище, от которого у него перехватило дыхание. Это была Луна с большими и сильными 4 взрослыми волками рядом с ней. Это были ее щенки. Вой Луны эхом разнесся по лесу. Казалось, она узнала это место, где Джек помог ей пережить свою суровую зиму, и где она родила волчат. Знакомая обстановка, вероятно, вызвала у нее инстинкт позвать, обозначая свою территорию и сигнализируя своей стае. Слезы наполнили глаза Джека, когда он смотрел на Луну и ее семью. Они выглядели здоровыми и счастливыми. Глаза Луны встретились с глазами Джека, и на мгновение казалось, что она признала его, вспомнив доброту, которую он проявил к ней год назад. Затем Луна снова завыла, и на этот раз ее взрослые щенки присоединились к ней. Их голоса создавали красивый дикий хор. Джек одновременно смеялся и плакал, переполненный неожиданной встречей и доказательством процветания семьи Луны. Он заметил вспышку черного меха. Черный волк все еще следовал за стаей Луны. Сердце Джека радостно забилось, видя, что необычная дружба между черным волком и Луной сохранилась. Несколько драгоценных минут Луна и ее семья оставалась на краю поляны, как будто позволяя Джеку увидеть, как все хорошо у них. Затем, бросив последний взгляд на Джека, Луна повернулась и исчезла в лесу. Ее щенки и черный волк последовали за ней. После того, как волки ушли, сердце Джека наполнилось счастьем и гордостью. Он всегда считал себя простым охотником, но теперь понял, что стал частью чего-то большего. Его доброта не только спасла Луну и ее щенков, но и изменила его самого. Если вам понравилась история, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, выставив все уведомления, чтобы не пропустить новые интересные истории.